Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. В этом видео мы с вами продолжим вязать вот такую божью коровку. Есть уже первая часть по вязанию, в которой мы связали основную часть, состоящую из нижней и верхней, которые были между собой соединены. Ссылку на первую часть я оставлю в описании к этому видео. А сейчас мы с вами свяжем голову, усики, пятнышки и полностью соберем уже всю божью коровку. Оставайтесь со мной и приятного вам вязания. Для вязания головы черной плюшевой пряжей мы набираем 7 воздушных петель. Так, первая петелька, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Теперь делаем одну воздушную петлю подъема. И теперь со второй петли от крючка вяжем столбики без накида. Провязали первый столбик, в следующую петлю вяжем второй столбик, также в следующую третий, четвертый, пятый, и шестой. Осталась одна последняя петелька, в нее провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. Первый столбик, второй и третий. Теперь по второй стороне вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий. Ниточку вот эту оставшуюся я ее сразу ввязываю. Четвертый, пятый. В последний оставшийся столбик провязываем прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Первый и в эту же петлю второй столбик. Теперь ставим маркер. У меня это ниточка контрастного цвета. Вяжем второй ряд. Прибавка. 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Дальше мы будем вязать прибавки 3 раза. В первый столбик вяжем прибавку, во второй столбик вяжем прибавку и в следующий третий столбик также вяжем прибавку. Провязали. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И в оставшиеся петли будем провязывать прибавки. Первый столбик вяжем прибавку. И во второй тоже вяжем прибавку. Закончили второй ряд. Третий ряд мы будем вязать просто столбики без накида. Вяжем первый столбик, второй, третий. В конце ряда у нас должно получиться 22 столбика. Следующий четвертый ряд вяжем столбик без накида, прибавка, 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Теперь вяжем 1 столбик без накида, прибавка 3 раза. Первый столбик, прибавка, второй раз опять столбик без накида, прибавка, и третий раз столбик без накида, прибавка.
Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И в оставшиеся мы вяжем столбик без накида, прибавка 2 раза. Первый столбик, прибавка, второй столбик и прибавка. Довязали наш 4-й ряд. Далее 5-й. Вяжем 2 столбика без накида, прибавка. Первый, второй, вяжем прибавку. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. Далее вяжем 2 столбика без накида, прибавка 3 раза. Первый столбик, второй, прибавка. Первый, второй, снова прибавка. И третий раз вяжем 1 столбик, второй столбик, делаем прибавку. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. В оставшиеся петли вяжем 2 столбика без накида, прибавка 2 раза. Первый, второй, прибавка. Первый, второй, прибавка. Дальше 6-й ряд, вяжем столбики без накида. Первый столбик, второй, третий. В конце ряда должно получиться 34 столбика. Провязали 6-й ряд, 34 столбика без накида. 7-й ряд мы вяжем точно так же столбики без накида. Первый, второй, третий. И также в конце ряда должно получиться 34 столбика. Довязали 7 рядов. Далее вяжем последний 8-й ряд. Так, начинаем 2 столбика без накида. Первый, второй. Делаем убавку. Я делаю убавку за передние полупетли. Так она менее выпуклая и заметная. Так, дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Теперь вяжем 2 столбика без накида, убавка 3 раза. Первый столбик, второй, делаем убавку. Снова вяжем второй раз. Первый столбик, второй столбик и делаем убавочку. И третий раз вяжем 1 столбик без накида, 2 столбика и снова убавка. Дальше вяжем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Теперь делаем 2 столбика без накида, убавка 2 раза. Первый столбик, второй, убавка и второй раз. Первый столбик, второй столбик и убавка. Делаем соединительную петлю. Ниточку обрезаем. Я оставляю ниточку длиннее, для того, чтобы потом ее вывести.
вот здесь в середине головы и провести вот такую линию через все туловище. И закрепляю потом ее здесь. То есть надо рассчитать, чтобы ниточки примерно хватило этой длины, чтобы оставить и чуть-чуть был запас, чтобы можно было ее удобно спрятать. Ниточку обрезаем. Наша часть головы готова. Такая вот мордочка. Теперь давайте свяжем с вами усики. Для этого набираем 8 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Теперь делаем 2 воздушные петли подъема. Первая, вторая. И в третью от крючка петлю, первая, вторая, вот третья, мы вяжем 4 столбика без накида. В одну петлю провязали первый столбик, второй, третий и четвертый. Далее в оставшиеся 7 петелек делаем соединительные столбики. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и в последний 7 столбик. Ниточку вытягиваем и обрезаем, оставив ниточку для пришивания усика к голове. Вытянули. Так, эти ниточки я связываю между собой на узелок. Потом в процессе пришивания мы эту нить спрячем голову в наполнитель. Вяжем такой же второй усик. Теперь будем вязать пятнышки. Как я уже рассказывала в первом видео, у меня черная именно пряжа очень сыпется плюшевая. И мне это не очень нравится. Они пятнышки периодически где-то вылазят ниточки. Поэтому на второй божьей коровке я буду вязать из полухлопковой пряжи пятнышки. А сейчас покажу, как связать из плюшевой. Набираем кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Подтягиваем наше колечко. Пятый и шестой. Теперь затягиваем ниточку. С плюшевой бывает такое, что она не сразу затягивается. Затягиваем и делаем соединительный столбик в первый столбик без накида. Все, на этом этапе ниточку вытягиваем, обрезаем. Это готово маленькое пятнышко. Таких маленьких пятнышек понадобится 4 из 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Большие пятнышки я набирала 8 столбиков без накида в кольцо. Сейчас будем вязать из полухлопковой. С джинса я всегда вяжу крючком 2 миллиметра. Так, набираем, делаем кольцо амигуруми. Теперь снимаем его, делаем 2 воздушные петли, накид и провязываем 8 столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый,
шестой, седьмой и восьмой столбик. Затягиваем кольцо. Нет, давайте, наверное, еще провяжем один 9 столбик в это же кольцо. Вот, затягиваем, находим первый столбик и в него делаем соединительную петлю. И ниточку обрезаем. Я не буду оставлять нитку для пришивания, я лучше потом их все пришью одной нитью. А вот эти ниточки мы свяжем между собой и оставим их при пришивании под пятнышком. Обрезать покороче. И это будут первые маленькие пятнышки. Таких пятнышек нам нужно 4. Так, теперь вяжем большие. Также в кольцо амигуруми делаем 2 воздушные петли. Столбик будем вязать с 2 накидами. 2 накида на крючок. Так и провязываем. Первый накид провязали, второй накид провязали и провязываем уже сам столбик. Таких столбиков мы сделаем 12. Так, первый провязали, вяжем второй и так делаем 12 столбиков с 2 накидами. Так, довязали 12 столбиков с 2 накидами, затягиваем кольцо и делаем соединительный столбик в первый столбик с накидом. Так, ниточку закрепляем и обрезаем. Благодаря тому, что деталь получается выпуклой, она будет смотреться на божьей коровке так же, как и плюшевая. Так, эти 2 ниточки оставшиеся связываю между собой и обрезаем покороче. Все, на этом связали все нужные детали и можно приступать к сборке самой игрушки. Подготавливаем фетровые кружочки. Я когда-то купила себе в рукодельном магазине прям пакетик с вот такими вот уже готовыми кружочками. Теперь из них фетр хоть и тонкий, но достаточно плотный. Из него я вырезаю уже потом нужные по форме мне кружочки. Форма. Так, эти кружочки у меня 1,5 сантиметра диаметру кружочков. У фетровых глазки, я уже тоже об этом рассказывала, вот в этой божьей коровке глазки идут 12 миллиметров. И, соответственно, фетровые кружочки побольше. Они миллиметров 20 в диаметре. А сейчас глазик возможности купить нигде нету. Поэтому буду делать вот такими маленькими. Это примерно 9 миллиметров. 8-9 у глазок. Поэтому и кружочки поменьше. Делаем в кружочках дырочку. Не в самой середине дырочку делаем, а чуть ближе к краю. Чтобы мы сейчас вставили туда глазки. Для того, чтобы сделать их одинаковыми, что на одном кружочке, что на втором, я просто сначала вырезаю на одном, потом прикладываю его ко второму и отмечаю точечку, где мы вырезали. Все, теперь складываю этот кружочек также по этой линии и на таком же месте вырезаю у второго. Все, кружочки подготовлены. Ставим наши глазки.
Так, и теперь будем находить место, где будут наши глаза располагаться. Так, сейчас будем пробовать, потому что глазки маленькие уже. То место, которое было на прошлой коровке, уже не подойдет. Так, находим вот здесь наше начало. Делаем, отсчитываем вверх один ряд. И вот на этом ряду я располагаю глаза. Так, между глазами 1, 2, 3, 4 столбика. Без накида. Вот так вот это будет. Можно делать чуть ближе, чуть дальше, уже кому как нравится, остается уже на ваше усмотрение. Так, меня устраивает это расположение. И теперь закрепляем глаза с обратной стороны. После фетровой кружочки я подклеиваю, чтобы они вот так не выпирали. Ну, только подклеивать нужно аккуратно, потому что, например, на моей вот этой коровке вот здесь клей. Я его, конечно, попробую каким-нибудь способом свести, но лучше наносить клей сначала на иголку, а потом иголочкой уже проходить под фетровым этим кружочком, чтобы не запачкать. Так, примеряем, где у нас будет располагаться голова. Для этого берем иголочки. У меня вот такая вот интересная игольница. В инстаграме Магнолия. По-моему, Магнолия, то есть бесплатный мастер-класс по игольнице. Так, примеряем. Находим серединку и иголочками прикрепляем примерно голову. Смотрим со всех сторон, чтобы была она симметричная. Вот у меня уже не симметричная. Процесс долгий, пока попадешь в нужное. Так. Ну вот вроде ровно коровка. Эту ниточку мы оставляем для того, чтобы провести ее потом через туловище. Пришивать я буду тоже черной ниточкой, полухлопковой. Ярнара джинс. Берем длинную иголочку. Теперь вводим иголочку подальше от головы, чтобы оставить там ниточку. Так, все, конструкция ухнула. Оставим здесь ниточку для того, чтобы потом, когда полностью пришьем голову, вернуться сюда, завязать их вместе и узелок спрятать уже вовнутрь наполнителя, чтобы он нигде не вылез и нигде не торчал. Сейчас. Все, пришиваем голову. Я делаю это стежками. Захватываю здесь столбик между петельками. Не вот так я петельку захватываю, а между. Обхватываю иголочкой столбик последнего ряда. И также уже потом вот здесь обхватываю. И так поочередно пришиваю. Пришиваем до середины. После наполняем плотненько голову наполнителем. И потом уже пришиваем до конца. Так, пришили голову до конца, наполнили наполнителем. И теперь нашу ниточку мы выводим именно в это же место, в котором мы оставляли нить в начале пришивания. Смотрим, чтобы они были прям из одного места. Так, теперь завязываем на узелочек. Я их делаю 2, чтобы на всякий случай. Так, обрезаем ее покороче. И теперь вот эти связанные между собой ниточки просто убираю внутрь игрушки. Все. Ниточка, получается, нигде не торчат, нигде не вылезет она. Теперь крючком нашим находим серединку на голове.
под черным. Получается, между этим швом, головой и телом, ближе к голове, вытягиваем черную ниточку, оставшуюся от головы. Так. Сейчас посмотрим еще раз, чтобы это точно была серединка. Можно еще чуть-чуть поближе сюда сделать. Можно это иголочкой сделать. Я не очень люблю иголочку, потому что потом ниточка рвется. Лично у меня. Поэтому крючком мне удобнее вытаскивать. И проводим ее вдоль тела. Так, теперь здесь вводим крючок и вытягиваем эту ниточку на сторону, наружно. Чуть-чуть подтягиваем, чтобы она плотнее села на туловище и не болталась. Все, ровненько ниточку можно закреплять. Ввожу иголочку в соседний столбик, вытягиваю и соединительным столбиком их затягиваю. Хотя, наверное, даже я то, что показываю в черной пряже, навряд ли видно. Все, ниточку проводим под дном. И можно обрезать. Так, осталось нам пришить усики, вышить улыбочку и пришить пятнышки. Все, ниточку провели. Теперь давайте с вами пришьем усики. Находим местоположение, которое будет нас устраивать. Так, у меня это первый, второй, третий ряд, начинает с конца головы, третий, между третьим и четвертым рядом. Я их буду пришивать. Первый, второй, третий. Сейчас посмотрим, как это будет смотреться. Да, пожалуй, я здесь это и оставлю. И пришиваем. Усики можно сделать покороче, если эти кажутся слишком длинноватыми. Так, теперь завязываем узелочек с оставшейся ниточкой и прячу ее в голову через наполнитель. Провожу так еще пару раз внутри головы. И ниточку можно обрезать. Можно еще даже закрепить ее один раз вдоль столбика. Как бы завязать узелочек. Все, затягиваем и снова через наполнитель втягиваем с другой стороны. Все, ниточку обрезаем. Так, вот эту ниточку я просто прячу вовнутрь. И второй усик пришиваем точно так же. Так, девочки, я пришила усики, но они, мне кажется, немного длинноватые. В принципе, кому нравится, конечно, набирайте также 8 воздушных петель и 2 подъема, а кто хочет усики покороче, как, например, в моей вот этой божьей коровке, здесь 6 воздушных петель и 2 подъема, то есть на 2 петли меньше. Ну и глазки, конечно, лучше побольше, потому что маленькие уже так не смотрятся. Теперь давайте вышьем с вами нашей коровке улыбочку. Я для этого использую пряжу
Ярнард джинс полухлопковая. Берем так, чтобы у нас сложилось в 2 ниточки. Складываем. Так, находим наша середина. 1, 2, 3 ряд. Под 3-м рядом мы делаем улыбочку. Также по принципу, как пришивали голову, в стороне вводим иголочку и выводим ее здесь. Оставляем немножечко ниточку, чтобы мы потом ее пришили. И теперь смотрим, как нам больше нравится. Можно сделать ее побольше, поменьше. Но у меня сейчас посмотрим, что из этого получится. Так, в это же выводим там, где оставили нитку. И подтягиваем. Так просто делается улыбочка. Все, теперь здесь мы завязываем на узелок. Я делаю их 2. Обрезаем чуть покороче. И ниточки эти прячем в голове. Благодаря тому, что они выведены в одном и том же месте, они легко прячутся вовнутрь, и уже их оттуда не вытащить. Наша улыбочка готова. Так, теперь давайте займемся пятнышками, потому что все остальное у нас уже сделано. Остались только пятна. Так, их у нас нижних больших сначала пришиваем. Их у нас 6. Да, кстати, я не сказала количество пятнышек, их 6. Находим приблизительные места, куда мы будем их ставить. Здесь я отступала 2 рядочка красной. И так, чтобы они были не в самом низу. Так. Так, и 3-ю тоже примеряем. Уже ближе вот сюда. Все, и точно так же делаем с обратной стороны. Также по 3 штучки пришиваем. Пришиваем, просто захватывая петельку на пятнышки и на туловище. Точно так же располагаем верхние, нижние 3, получается, идут, потом идут сверху по 2. Ниточки, которые мы делали на узелочек и обрезали, они должны смотреть вовнутрь. Так, верхние пятнышки просто оставлю между нижними. Верхних 4 пятнышка. Все, и вот так пришиваем. Также с обратной стороны. Хотела еще с вами поделиться, что мне не очень понравилось пришивать именно этой же ниточкой, и я взяла обычную швейную. Это намного удобнее, проще и быстрее. Так что я уже дошиваю пятнышки своей коровки. Очень надеюсь, что для вас мастер-класс показался таким же, как и для меня, легким, понятным. И если есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях или мне в Инстаграм, я вам обязательно отвечу. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще очень много интересных мастер-классов. Ближайший выйдет мастер-класс на Спанч Боба. Не очень большого размера, очень миленького, симпатичного. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго.